Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу классный функциональный декор для праздничного стола. Он понравится всем, а гости не останутся равнодушными. Я приготовила трикотажную пряжу в трех цветах: красный, белый, черный. Вместо красного можно использовать синий, голубой или зеленый, на ваше усмотрение. Можно уложиться в остатки пряжи, так как расход минимальный. Я использую трикотажную нить «Вяжи еще». Характеристики нити: в 160 метрах 280 грамм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Работу начинаю красной нитью, крючком 5,5 мм. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Мне потребуется 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь последнюю точку пропускаю, во вторую точку от крючка в заднюю перемычку провязываю столбик без накида. Следующая задняя перемычка и точно так же столбик без накида. Следующая. Уже провязано 3 столбика, четвертый и пятый поворотный. В эту точку мне нужно провязать сразу 4 столбика без накида. Таким образом я выйду на круговое вязание и окажусь на противоположной стороне. Край начала ввязываю в полотно. Последний четвертый столбик в вершину поворота. Далее вставляю крючок за обе дужки кромочной косы напротив столбиков, которые были провязаны в эту сторону. Вяжу в обратную сторону точно так же. Одна точка, один столбик без накида. И таким образом я уже приближаюсь к точке, куда был провязан первый столбик ряда. Вот она. Для поворота в эту точку нужно точно так же 4 столбика, но первый уже провязан в начале ряда. Значит, в эту точку я довязываю 3 столбика без накида, чтобы на каждом повороте было одинаковое количество столбиков. Третий. Готово. Соединяю ряды, вытягиваю петлю больше обычного, вставляю крючок в первую кромочную косу за обе дужки, увожу петлю наизнанку. Вынимаю крючок, фиксирую рукой. Теперь нахожу первую галочку в раскол предыдущего ряда и прокалываю ее в центре, так чтобы крючок и вошел, и вышел в центре столбика предыдущего ряда. Подхватываю уведенную петлю. Далее с помощью рабочей нити формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Так узор полотна будет галочка в раскол. Следующая галочка точно так же прокалываю ее в центр и столбик без накида. Теперь добавлений я делать не буду. Сейчас в круг у меня 14 петель. Вяжу 8 рядов без добавок. Соединение рядов делаю по аналогии. У меня провязано 8 рядов без добавлений. В общей сложности с первым 9 рядов. Глубина моей заготовки на этом этапе 8 сантиметров. Теперь я увела петлю наизнанку, и мне нужно ввести нить другого цвета. В моем случае это от черного мотка. Хорошенько подтягиваю заготовку, немножко, чтобы не было наклона у столбиков. Они уходят влево, но за счет несложных манипуляций можно выровнять изделие на этом этапе. Петля зафиксирована. Я беру черную нить, не прерывая красной, вставляю в первый столбик крючок в раскол, подхватываю уведенную петлю и черной нитью формирую первый столбик следующего ряда. Придерживаю край начала черной нити. Готово. Этот край ввязываю в полотно. Провязываю черной нитью
2 ряда. Второй ряд черной пряжи закончен. Увожу петлю наизнанку и возвращаюсь к красной пряже. Прокол в раскол. Подхватываю петлю, подтягиваю красную нить, при этом черную мне нужно укоротить, она больше не потребуется. Ее я сейчас ввяжу в полотно следующим красным рядом. Продолжаю. Здесь я прерываюсь, и на лицевой стороне изделия я определила ее как ту, напротив которой соединение рядов. Здесь мне нужно вывязать бляшку. Я использую небольшой отрез желтой пряжи, можно использовать золотую пряжу. Нахожу центральные 4 черные петли здесь, ввожу крючок в любую точку, подхватываю желтую нить и вытягиваю петлю на лицо. Далее, когда навяжется глубина, это будет сделать сложнее. Теперь иду вниз, подхватываю и провязываю соединительную. Еще шаг вниз, подхватываю и провязываю соединительную. 2 звена вниз и 2 звена в бок. Здесь соединительная, здесь соединительная. 4 центральные черные петли получатся обрамлены в желтый квадрат. Здесь протыкаю соединительная, здесь. И возвращаюсь к точке начала. Соединительная. И здесь уже последняя точка. Мне нужно соединиться. Вытягиваю нить полностью, ввожу под первую петлю и возвращаю эту нить наизнанку в исходную точку сюда. Делаю так, чтобы все петли были одинакового размера. Край начала и край окончания можно связать друг с другом. Сильно не затягиваю, чтобы это не отразилось на лицевой части. Ниточки можно вправить в ряды или ввязать следующим рядом красной пряжи, но чтобы их было не видно. Продолжаю. Мне нужно еще 4 ряда в красном цвете. У меня провязано еще 5 рядов красного цвета после черного. Общая глубина 14 сантиметров. Сейчас я перехожу к белому цвету пряжи и провязываю еще один ряд в белом цвете. Ввожу нить, первый столбик следующего ряда, край введенной нити ввязывается в полотно. Также без добавлений 14 петель, 14 столбиков. Здесь сейчас красную нить можно уже укоротить, она больше не потребуется. И точно так же, подхватив, ввязываю ее в полотно. В конце этого ряда не увожу петлю по привычке, а вставляю крючок с лица на изнанке, подхватываю петлю и вывожу ее на лицо. Сейчас у меня будет обвязка края. Провязываю воздушную. Далее следующая точка за обе дужки соединительная, снова воздушная, следующую точку соединительная. И так чередуя, воздушная, соединительная, у меня получается красивая зубчатая обвязка. Двигаюсь к началу следующего ряда. У меня последняя точка. Провязываю последнюю воздушную и вытягиваю нить полностью, я ее уже укоротила, и соединяю с первой воздушной петлей этого ряда. Далее возвращаю нить обратно в исходную точку, в исходную петлю прячу на изнанке.
Получилось очень стильно и колоритно. Функциональный чехол для столовых приборов я дополнила сервировочной салфеткой из трикотажной пряжи. Она вяжется просто и понятно. Это видео добавляю вам в описание под этот ролик, а также прикреплю в рекомендации. По этому уроку можно связать ковер любого размера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Новогоднего вам настроения. Всем пока!